Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас немного сумбурное видео, будет сразу 4 населенных пункта, но по чуть-чуть. Начнем мы с поселка Редкино. Первое упоминание о селе относится к 16 веку. Происхождение названия Редкино, как предполагается, довольно прозаично. Считается, что имя селу дала огородная культура редька. Мягкий знак из названия поселка пропал в 1937 году. В 1890-х годах у станции Редкино началась промышленная разработка торфа на месторождении Галицкий мох. В 1900 году у Николаевской железной дороги было начато строительство Редкинского торфококсовального завода для производства торфяного кокса. Строительство было завершено через 2 года, однако в 1905 году завод сгорел и был восстановлен лишь в 1920. Во время строительства Иваньковского водохранилища в 1936 году в Редкино была переселена часть жителей, затапливаемых по берегам шоши деревень. Население увеличилось до 4000. В предвоенные годы Редкинский завод превратился в торфохимический комбинат, состоявший из коксозавода и торфоразработок, эксплуатирующих торфяное болото Галицкий мох. При заводе существовало фабрично-заводское училище, реорганизованное в 1940 году в ремесленное. Редкинский завод с 1920-х годов по 90-е годы был городообразующим предприятием. С 1950-х годов он получает статус опытного завода при Министерстве нефтяной промышленности Советского Союза и выпускает различную химическую продукцию от искусственного жидкого топлива до кремний-органических мономеров и полимеров. В 1939 году Редкино получает статус поселка городского типа. В это время он относится к Завидовскому району Калининской области. Бюст человеку, которому поселок обязан своим расцветом в середине 20 века, находится на проспекте Химиков. Владимир Ермолаевич Диев в возрасте 34 лет получил должность директора Редкинского торфокомбината, первенца термохимической переработки торфа в России, и в этой должности бессменно проработал более 30 лет. Сначала завод выпускал крепитель для нужд черной металлургии, фенолы для сельского хозяйства, торфяные смолы. Для жителей поселка тогда появилась работа, начали строить жилье для работников завода, построили школу, детские сады, открыли магазины. Завод становился городообразующим предприятием. Благодаря энергии этого человека поселок Редкино в настоящее время является самым большим поселком Конаковского района. Дом культуры «Химик» в этом здании открыл свои двери в 1976 году, но само строительство ДК было растянуто по времени. Фундамент был заложен в 1967 году, и только через 9 лет состоялось открытие. Большое влияние на развитие поселения оказала Николаевская железная дорога, строительство которой началось в 1843 году. По первоначальному плану предполагалось провести ее по прямой линии, которая проходила бы через село Козлово, деревни Дмитрово, Андреевская, Чуприяновку. В соответствии с проектом уже построили насыпь на протяжении 10 верст. Однако для удешевления проекта, чтобы не перекрывать мостами реки, строители отклонились от него и провели дорогу через Редкино. В 1851 году в Редкино прогудел первый паровоз. Редкино на тот момент было полустанком и не имело даже водонапорной башни для заправки паровозов водой. В это время в деревеньке насчитывалось всего 20 крестьянских дворов. Памятник Ленину установлен в Редкино на улице Правды. Можно сказать, что поселок начался с этой улицы. Тут были построены первые жилые дома и объекты соцкультбыта. Клуб, школа, баня и так далее. В 30-х годах улица имела название Новостройка. А вот сам памятник Владимиру Ильичу пострадал от рук фашистских захватчиков. Когда 16 ноября 1941 года они вступили в поселок, то отбили голову у памятника. В 5 километрах от поселка Редкино находится поселок Изоплит. История поселка начинается с 1929 года. В лесу было намечено построить фабрику, которая могла бы давать стране изоляционные материалы, нужные для строек. В 1930 году началась подготовка места под здание фабрики. Корчевали лес, сделали просеку до села Редкино. Вместе с фабрикой была построена электростанция, которая давала ток для освещения поселка Изоплит, поселка Озерки и близлежащих деревень. Прежде чем строить фабрику, необходимо было обеспечить людей жильем. С 1929 года началось параллельное строительство жилых домов.
На месте современного поселка был дремучий смешанный лес, который теперь сохранен в некоторых местах в виде парков. Вот мы сейчас как раз в таком парке находимся. В 1965 году в этом парке были построены колонны с красивыми решетками. А летом 1967 года при входе в парк на высоком постаменте установлен бюст Ленина. Историю поселка Озерки можно также отсчитывать с 1929 года. Для новой строящейся советской страны нужно было топливо в больших количествах, и на озерецких болотах появились люди, чтобы добывать его. Сначала разработка месторождений велась Редкинским торфопредприятием, а в 1932 году торфяные поля переходят в ведение Калининского торфотреста. На месте нынешнего поселка строят бараки для рабочих. В них разместились общежитие, столовая, медпункт, построили небольшой магазин. Великая Отечественная не обошла стороной и эти места. В июне 1941 года свыше 700 рабочих предприятий ушли на фронт. Памятник павшим воинам-землякам, а также солдатам, защищавшим эти места, установлен в Центральном парке. История этого памятника такова. В 1976 году на 7-м участке добычи фрезерного торфа, действующего тогда Озерецкого торфопредприятия, рыбаками был найден советский самолет и останки военного летчика. Личность летчика не была установлена. Администрация поселка совместно с военкоматом города Конаково приняли решение захоронить останки летчика в поселке Озерки. Останки летчика захоронили в Центральном сквере. Затем, к 35-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в 1980 году, по решению директора Озерецкого торфопредприятия, коллектив архитектурно-художественной мастерской города Калинина на месте захоронения возводит обелиск со стелой высотой 7 метров, которую венчает рубиновая звезда. Надгробная плита гласит: «Здесь захоронен неизвестный летчик». На соседних боковых плитах обелиска выбита фамилия всех озерчан, погибших на войне. После того, как враг был отброшен с этих мест, в Озерках начались восстановительные работы. В начале 50-х годов началась коренная реконструкция торфопредприятия. Самые современные машины постепенно вытесняют ручной труд. В поселке строятся дома городского типа, школа, дом культуры, асфальтированная дорога Редкино-Озерки и другие предприятия соцкультбыта. В 90-е годы первым закрылось торфопредприятие. Торф как топливо оказался ненужным. Следом прекратило существование и Редкинское объединенное хозяйство железнодорожного транспорта, которое по узкоколейке вывозило с площадей добытый торф. А вот что осталось от здания управления торфопредприятия. Наглядный пример того, как все плохо. Но вообще, на этой площади как будто попадаешь на машине времени года так в 70-е 20 века. А если еще добавить советских символов, то можно снимать кино про советский период. Ну а здесь мы закончим рассказ про Озерки и поедем дальше. Первые упоминания о поселении на месте села Городня относятся к XIV веку. В Средневековье это был небольшой городок Тверских князей. Это поселение носило сразу два имени – Вертязин и Городен, в некоторых источниках – Городень. В конце XVIII века в Городне был построен путевой дворец, архитектор Казаков, в котором останавливались цари, государственные курьеры, иностранные дипломаты и другие путешественники. По другим данным же, автором проекта дворца был архитектор Никитин, а возведен дворец был в стиле позднего барокко в 1776 году по указу Екатерины II. По аналогичному проекту также строились путевые дворцы в Торжке, Вышнем Волочке, Выдропужске, Медном. На здании висит мемориальная доска о том, что здесь проезжал Радищев и упомянул сие селение в своем произведении «Путешествие из Петербурга в Москву». Главной достопримечательностью села является церковь Рождества Богородицы, наиболее древняя сохранившаяся постройка в Тверской области, единственный дошедший до наших дней памятник архитектуры Великого княжества Тверского. На самом деле от древней церкви тут остался, наверное, только фундамент. Церковь несколько раз горела и восстанавливалась. Последнее такое восстановление было в 1716 году, после очередного пожара. Церковь была восстановлена на средства местного помещика Петра Алексеевича Бема. Над древним барабаном появилась небольшая главка, окна растесали, к церкви пристроили кирпичную трапезную и колокольню. В храме был установлен новый иконостас.
Во второй половине XIX века интерьер был заново расписан масляной жидкостью. Храм Рождества Богородицы в Городнине закрывался даже в годы советской власти. Во время Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала и начала разрушаться. В 1966 году была начата реставрация, и храм открыл свои двери для верующих в 1980 году. Если обойти территорию церкви, то с холма, на котором она расположена, открываются потрясающие виды на Волгу. Такими видами прям можно любоваться и любоваться. Ну а на этом мы заканчиваем очередную серию. Если вам нравится канал, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч в следующем городе.